Это мужицкий дождь! Аллилуйя, мужицкий! Слышишь, какое эхо от бочек? Знаете, вообще мне не понравилось, что я притаскиваю бочки, притаскиваю шмель, болгарский штепсель или хвост, или как он там, болгарский шип. Ну да, бычий цепень, бычий шип. И почему-то видосик не набирает кучу просмотров. Почему, спрашивается? Поэтому я бочки-то еще раз притащил. И знаете, мужицкий дождь звучит примерно тогда, когда парни видят вот эту гранату. Арнольд Шварценеггер в главных ролях или Ван Дамм бросаются этими гранатами. Они все мускулинные, мускулистые точнее. И это, наверное, мечта каждого парня, потому что это, как она... Хэшка называется, или как она называется? Хаешка она называется в Counter-Strike, все ее бросали, но мало кто ее видел вживую. Так вот, эта граната сегодня тоже присутствует. На мой взгляд, М67 самая крутая граната, которую я только встречал из всех, что я встречал гранат. Менее интересная граната ГХО-1 RDX, это болгарская гранатка, которая мне вообще не понравилась, но у нас же сегодня битва гранат, и, конечно же, мы притащили с собой F1, нашу отечественную гранату, которая типа осколков имеет на 200 метров, на самом деле нет. И давайте начнем говорить вот о этой гранате, которая у нас впервые появилась, раньше не встречал никогда. Это эксклюзив, это, как это называется, как это слово? Сенсация. Нет, это не сенсация, это слово называется экзотика, да. Экзотические страны теперь тоже присутствуют там, где присутствуем мы. А там, где присутствуем мы, естественно, без обзоров никуда. Итак, погнали. Grenade Hand Fragmentation F1-0135 ADI-18. Это F1... Она бросилась на меня, она сама виновата, если что, ей уже есть 18. Хотел сказать следующее, то ли они сперли у нас это название, то ли у французов, но F1 вообще-то вот эта граната, запомните. Запомните раз и навсегда, граната F1 это лимонка, это наша отечественная. И знаете, если эта программа будет конечна сегодня, и в ней я скажу с вами прикольно, не переключайтесь, значит будет интереснее. То это хорошо, потому что вот эта граната не раз взрывалась в руках людей, а не кенгуру, как вы понимаете. Потому что, видимо, война была с кенгуру, что ли, значит, типа, эй, не подходи ко мне ближе, я сейчас брошу эту гранатку. Да, эта граната взрывалась в руках, и не один раз, я об этом сейчас расскажу, так что мне сыкотно, в общем, немножечко, ну, погнали. Тох! Так они выиграли войну с кенгуру или нет? Нет. А что, я видел, как кенгуру боксирует. Кстати, ты знаешь, кто проживает на дне океана? Спанч Боб? Ну, типа да. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы не проживать на дне океана, вам немножко нужно подтянуть скилл в игре «Мир кораблей». Мир кораблей от Lesta Games — это не просто игра, это возможность окунуться в мир исторических военных кораблей, где вы можете сразиться на сотнях легендарных исторических гигантов. В мире кораблей внимание к деталям на высшем уровне, и каждый корабль воссоздан с удивительной точностью. Это идеальная игра для тех, кто хочет расслабиться вечером, провести время с компанией друзей или просто насладиться красивыми видами. В игре много занимательных моментов, которые вы узнаете, только начав играть. Погружайтесь в захватывающий игровой процесс и наслаждайтесь всеми его прелестями, тем более сейчас начать играть в мир кораблей как никогда приятней. Используйте инвайт-код SUPERSTART 2024 и получите 60 дней корабельного премиума, 10 суперконтейнеров, премиум корабль 8 уровня и множество других бонусов на 16 тысяч рублей. Ссылка для активации находится в описании. Более того, мир кораблей начал празднование 79-й годовщины Великой Победы, в рамках которого в игре началась благотворительная акция с набором. Все средства за его покупку будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Покупая набор, можно получить новый крейсер 6 уровня Керчь с тематическим камуфляжем и особые предметы акции.
И да, кстати, в Адмиралтействе появилась категория, посвященная 9 мая. В этом году игроки могут зарабатывать памятные жетоны, которые можно обменять на различные награды, включая легендарный премиум линкор «Ленин» и новый камуфляж для него. Еще, кстати, запустилась портальная кампания, посвященная легендарным кораблям Великой Отечественной войны. За выполнение заданий можно получить различные награды, включая памятные жетоны. Так что активируй Суперстарт 2024 и отмечай День Победы в мире кораблей. И да, кстати, кто-нибудь из вас заметил мне винтовочку? Можете написать в комментариях, вы такую точно никогда не видели. Вообще, кроме мрапов, бушмастер и картонных беспилотников, Австралия поставляет сюда достаточно регулярно боеприпасы и тому подобное, однако информации про нее я практически нигде не нашел. Но, тем не менее, эта ручная граната F1 была испытана и произведена компанией Australian Defence Industries, что ныне Thales Australia, и встала на вооружение австралийских сил обороны в 1990 году. Существует три модификации гранаты. Оборонительная граната F1, вот эта самая, оснащена 62 граммами флегматизированного гексогена, более мощного, чем тротил, в 1,6 раза, и 4000 металлических шариков тут диаметром 2,4 мм. Масса самой гранаты составляет 375 грамм. И интересно, что если у наших РГО и РГН пропорция гексогена и воска 96,4, то есть австралийцы сделали 1 к 1 практически. Граната F2 имеет увеличенный заряд взрывчатого вещества 110 грамм там. И есть еще третья модификация, это по сути учебная граната или имитационная F3. Все эти модификации имеют цилиндрическую форму корпуса, а у гранат F1 и F3 имеются наружные ребра жесткости. Корпус F1 литой из алюминия. Металлические шарики обеспечивают радиус поражения 6 метров. Некоторые из осколков улетают на 15 метров. Запал гранаты F1 имеет ударно-предохранительный механизм и время замедления от 4,5 до 5 секунд. Состав запала включает капсуль-воспламенитель, замедленный состав и капсуль-детонатор. Также эту гранату можно использовать в качестве ружейной, то есть стрелять с помощью дополнительных трубок из винтовок М16 или АУК. Навинтил типа на пламегаситель трубку и бам! Граната стала первой гранатой австралийского производства, используемой вооруженными силами Австралии. До этого они использовали бомбу Милса британского производства во Второй мировой и Корейских войнах. И американскую, конечно же, М26 во время войны во Вьетнаме. И да, если вы, как и я, впервые слышите про участие Австралии в этих войнах, не удивляйтесь. Австралия куда более известна своей войной со страусами Эму. А вот войну с кенгуру они, к сожалению, пока что еще и не выиграли. Именно американская М26 была заменена австралийской гранатой F1. Ручная граната это использовалась австралийскими силами обороны в различных конфликтах, включая Восточный Тимор, Афганистан, Ирак и Соломоновы острова. А что по поводу отвала башки, то, что я сказал в начале программы, так эта гранатка за свою пока еще не очень долгую жизнь успела стать участником неких инцидентов. 14 ноября 1995 года при демонтаже неисправной гранаты на заводе по наполнению корпуса Australian Defence Industries гранатка случайно взорвалась на верстаке. 4 работника получили ранения, 2 из них тяжелые. 12 ноября 2007 года при случайном взрыве гранаты на испытательном полигоне потерял правую руку и получил множественные ранения ноги один из работников. При использовании гранат, выпускавшихся до 2007 года, периодически отмечались случаи несрабатывания взрывателя. Боеприпас не детонировал. В моем случае, пускай уж лучше он не сдетонирует, чем сдетонирует в руке. Время экспериментов начинается! Болгарская граната ГХО-1. Мы уже делали обзор, вы уже знакомы с ней, но весит она 290 грамм, 58 грамм здесь гексоген. Замедление здесь 3-4 секунды, это наступательная граната и бочки, конечно же бочки. Учитывая, что она фугасного воздействия, у нее, если только рубашка отлетит или вот этот вот запал, будет хорошо, если будет какое-то поражение. Поэтому я ставлю в метре от бочек и посмотрим, что произойдет. Смотрите, эксперимент сейчас будет в чем?
Я же человек бесстрашный. У меня тут написано «Храброе сердце». Это, кстати, мой любимый фильм. Поэтому я бросаю гранату вот так, а сам в этот момент побегу. И, по сути, осколкам ничего не мешает в том, чтобы меня догнать. Ведь 5 метров – это как бы где-то вот здесь. 5 метров – это где-то вот здесь. И я хочу понять, от такой гранаты могу ли я спастись, если я присел за бочкой или улепетываю, а перед ней бочка, пробьют ли осколки этой рубашки этого фугасного воздействия гранаты и устремятся за мной. Давайте придадим научности нашему эксперименту и все-таки поставим в 5 метрах бочку-то одну. А то, в конце концов, наши подписчики нажалуются на это. Вот. Раз, два, три, 4. Еще дальше получается. На метр. Давайте вот сюда поставим. Повыше. Чтобы уж точно не сомневаться в ее действии. Тут у нас предохранительная скоба, то есть ее нужно сначала отчекрыжить наверх, а потом уже выдергивать. Для этого можно колесико так повернуть. Вот так вот. Бам. И мы выдергиваем. Are you ready? Смотрите, вот бочка, которая стояла в метре от, в 1,5 метрах от места детонации, получила кое-какие повреждения. Но, прикиньте, эта бочка спасла мою задницу, потому что в ней нет ни одного пробития. То есть они достаточно глубокие, но пробития нет. Сквозь бочку осколки не прошли. А если бы они были с чем-то, и подавно. В этой бочке есть кое-какие повреждения. Надо сказать, раз, два, ну и все. Она и стояла, смотрите, раз, 1,5 метра где-то. Фрагментейшн. О, смотри, слышишь? Так она осколочная, походу. Она не фугасная, ни хрена. Какого хера? Так она, получается, не наступательная, ни хрена. Написано, что она наступательная граната с цилиндрическими осколками внутри. Смотри, какие там осколки. Да, это те самые цилиндрические осколки. Прикиньте. Но наступательная граната. И большая часть их осталась здесь. Ни хрена себе наступательная. Я бы не хотел наступать с гранатой, у которой летят такие вот металлические осколки в обратную сторону. Кстати, могу сказать, в этот раз мне нравится результат больше. Потому что, глядя на эту бочку, я вижу очень хорошее пробитие. Бочка, конечно, не пробита насквозь, но посмотрите, сколько было осколочных поражений. Их просто тут сотни, наверное. И в обратной стороне бочки мы видим, что осколки пытались пройти сквозь бочку, но не прошли. В 5 метрах стоит бочка. И одно попадание прямо посередке все-таки есть. Вот оно, видите, маленькое. Так что разработчики впервые не обманули. 20 метров это знаете сколько? Это вот столько. Вот здесь я поставил бочку. Видите, насколько я сомневаюсь в гранате F1, что вот здесь поставлю бочку. Если в ней будут осколки, то в следующий раз мы поставим, конечно, бочки дальше. Но я поставил бочки в разном порядке. Какие-то поставил в метре, какие-то поставил в 2 метров. И видите, здесь внизу я положил бочки бочком. Бочки бочком, чтобы типа, если кто-то пробирается на карачках или лежит, могут ли они получить осколочные ранения от гранаты F1. И вот, честно говоря, психологическая травма про 200 метров все равно не дает мне покоя. И даже если мы все знаем, что это не так, меньше всего мне хочется здесь случайно запнуться, когда я буду убегать от гранаты F1. Поэтому я все-таки ее брошу посерединке, постараюсь, и мы посмотрим, какими осколочными поражениями наполнится
бочки. Граната F1 лимонка отечественного производителя. 600 грамм имеет общий вес и 60 грамм из них тротила. Так давайте же проверим, какой разлет у нашей отечественной лимонки по отношению к этим бочкам. Погнали! Это удивительно, но действительно в той бочке, по-моему, ни хрена. Смотрим, смотрим, смотрим. 1 метр. Результат вот такой. Отечественная граната. Отлично стелятся осколки в нижнюю часть. Вверх уходит какое-то очень маленькое количество. Видите, это уверенные пробития. 1, 2, 3 пробития точно есть. Но, как видите, вот еще 4, 5. А, вот и вверху все-таки тоже есть какие-то. Это говорит нам о чем? О том, что граната отечественная значительно лучше, чем ГХО болгарская. Хотя это, конечно же, вроде как разного назначения. Одна оборонительная, то есть вот это вот, когда на тебя летит противник, ты выкидываешь и сам там не находишься. ГХОшка же граната наступательная, но сомнительная, но окей, как сказал бы наш современник. И все-таки, если даже бочка пустая и вы находитесь за ней, граната F1 способна пробить ее одну часть, а вторую часть пробить не способна. Еще одна бочечка, которая стояла еще ближе, получила наибольшее количество поражающих элементов. И, как видите, фрагментация такая прям за Русь, что называется. Смотрите, очень много мелких, очень много крупных, то есть прям вот весь удар приходится, потому что я ее бросаю сюда, она здесь разрывается и прям просто по красоте проходит. Пробитие бочки двойных, судя по всему, нет. Отходим несколько метров и уже ужасаемся, потому что что? Потому что 1, 2, 3 метра и бочка практически не пострадала? Все верно? А что вот с этими бочками? Эта бочка стоит в полный рост, смотрите. До нее не долетел ни один осколок. 2, 3, 4, 5, 6. Кто-то написал в комментарии: купите этому парню за 6 кусков долбанный дальномер. Почему он считает все своими ногами? Ну, знаете, лучше с ногами команданта, чем ногами вперед. А как вам такая шуточка? Итак, бочка лежит. То есть вам кидают гранату, вы лежите, похер. Вторая бочка, которая лежит, как лежала, так и лежит. Дайте-ка я подумаю, может быть, что-то случилось с той бочкой, которая подальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Новое отверстие? Нет, не слышал. Дальше нужно что-нибудь объяснять, господа? Думаю, нет. Продукт хоть и отечественный, но, извините, ребята, у меня новости все те же. 20 метров, ни одного попадания. М67. Граната — это самая хаешечка из Counter-Strike, 400 грамм вес, 180 взрывчатое вещество из них. И, между прочим, 60% здесь гексоген и 40% тротил. И знаете, как это называется? Composition B. Так вот, Composition B сейчас разнесет, должно быть, бочки, которые рядом, потому что, на мой взгляд, это самая мощная граната, которую я только встречал. Однажды мы уже делали про нее выпуск, и вы ее слегка найдете по обложке в стиле Counter-Strike. Бросать я буду опять же отсюда. Ху! И бам! Новые бочки подкатываются. Не в ту сторону. Правила все те же.
Сюда бросай гранату. 20 метров до бочки. Лежачие бочки и бочки поближе. Одна из них 2 метра, вторая на 3. Ну и давайте еще вот до этой посчитаем расстояние. 1, 2, 3, 4, 5, 6 метров. Давайте выдвинем ее поближе. Вот так. И знаете, в чем фишка? В том, что в отличие от нашей Эвки, у которой разлет мифический 200 метров, у этой гранаты разлет 15 метров типа гарантированный. Ничто не стоит мне взять еще одну бочку и поставить ее вот там. И я это сделаю. Поставлю бочку я на 15 метров вот сюда. Ну и кто там сомневается в научности нашего эксперимента? Бочки лежат, в них нет осколков. Все готовится к тому, чтобы начался хаос. Так, вот тут я, видите, бочку поставил, одну, вот эту вот. У меня просто еще осталось только 2 бочки нераненых. В этой части осколки есть от гранаты F1, а с этой стороны нет ничего. Со стороны наклеечки написано «Токсик». Вот, блин. Ну, вот так вот я стою на обложечке. Это значит, что главное испытание у нас сегодня М67 и вот эта гранатка. Ведь они в чем-то похожи. В чем мы сейчас и узнаем. Беру гранатку М67, что характерно, здесь есть предохранительная скоба, которую мы убираем первым делом. Второй режим предохранения — это само кольцо. Но видите, как сделано, что нужно повернуть сначала. Поворачиваем, дальше уже усики, пропуск в трусики и работаем. Единственное, что такое ощущение, что они для левшей их собирались сделать. Потому что мне, вот, например, удобнее было бы вот так бросать. Точнее, выдергивать. А, можно же вот так. Ну ладно. Но мне, честно говоря, это не очень удобно. Мне бы удобнее было вот так. Так, главное, чтобы она здесь не выпала. На-на-на. Поехали. Бесшумная, кстати. Благодаря тому, что она тяжелая и круглая, она укатилась чуть дальше, чем я думал. Но давайте-ка посмотрим. Пустая бочка нетронутая. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 10 метрах ни одного осколка. 10 метров ни одного осколка. Опачки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас я объясню, чем эта граната круче, чем все остальные. Во-первых, смотрите, у нее фрагментация такая, видите, кругленькое такое отверстие, как будто пуля пролетела. Это 5 метров, и эта бочка стоит здесь. И знаете, что самое смешное? Что в 5 метрах у нее сквозное отверстие. Как и у тех отверстий. Сквозные отверстия у отверстия могут быть? Нет, да? Как у бочки, которая стояла рядом, в ней сквозные отверстия. Смотрите, это задница бочки, и это задница тому, кто находился бы за бочкой. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 гарантированных пробитий. 6. Спереди куча пробитий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть половина из всех отверстий сквозные. Вот эта бочка лежит. То есть она имитирует как бы человека, который прилег отдохнуть. И несмотря на то, что здесь есть уклон, и осколки по сути пошли вверх, все-таки некоторые осколки попали вот в эту бочку. Смотрите. 1, 2, 3, 4. И в кювет. Смотрите. Опаньки. Добрый вечер, чиназы. 1, 2. Ну, это как бы не пробитие, но это 3, да.
видно, что отверстия, они такие ровные. То есть видно, что мощность взрыва была такая, что она полетела как пуля. То есть я не удивлюсь, если в обратной стороне... вот они в обратной стороне, видите, через расстояние почти пробили бочку. Видишь? Чуть-чуть не хватило пробить бочку до конца. Ладно. Хорошо. Тогда почему в тех бочках ни хрена? Те бочки в 10 метрах. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 метров. Это уже круче, чем все, что было сегодня до этого. Потому что в 8 метрах точно уверенное пробитие. Я не удивлюсь, если оно сквозное. Оно не сквозное. Но 8 метров, чуваки. Эта граната, как я утверждал в начале, самая мощная. Вот эти бочки, что с ними? В эти не попал, не зацепило, потому что уклон такой, что она и не могла их зацепить никак. Собственно, как и эту бочку. Ну никак она не могла зацепить, понимаешь? Потому что у нее там уклон такой, что она бам, она укатилась чуть дальше. 15 метров и ничего. Ну надо же, австралийцы придумали гранату. Знаешь, что-то мне нехорошо. Как-то я протер нос токсическим веществом. И как-то это мне не нравится. Что ж, смотрите, я тут соорудил такой скородок практически. Благо, по этой гранате не заявлено ничего, кроме 6 метров. Поэтому на 6 метрах у нас стоит вот этот вот скородок. Чуть ближе. 1, 2, 3. Еще 3 конструкции. И вот сюда я попытаюсь попасть. И да, напоминаю, что эта граната взрывалась в руках людей, которые собирались ее либо разобрать, либо бросить. Мне это ой как не нравится, поэтому бросайте кто-нибудь из вас. Ну да ладно. Выглядит эта граната как игрушка новогодняя. Снимаем скобу. И напоминаю, как только я сниму скобу, будет не очень удобно, если она взорвется у меня в руке. Но я надеюсь, этого не... Смотри, здесь фишка в том, что скоба сверху. Может быть, по этой причине она может рвануть. Вот черт. Но погнали-те. Воу! Получается, она очень близко упала к левым моим скородкам. Ну что, явите миру новое орудие. Оно орудие будущего. Так, давайте начнем с конца. Бочки, которые находятся буквально в 4 метрах, никоим образом не пострадали. Бочки, которые стоят в 6 метрах заявленных, тоже абсолютно не имеют никаких повреждений. Ладно. Ближайшие бочки в 2 метрах. Так, ну вот тут уже что-то есть. Но, честно скажу, я абсолютно не впечатлен. Что относительно бочки, которая в 2 метрах? Это стальная бочка, которая достаточно легко должна пробиваться гранатой. И видите, эти осколочки едва посекли ее краску. То есть, как бы, чуть-чуть снесли такую спесь с нее, чтобы токсичные вещества никуда не выливались. Так, эта бочка стоит в полный рост. Тут вообще просто смех какой-то. Но она взорвалась в упоре с бочкой, которая стоит прям вот, собственно, в нескольких... наверное, в 30 сантиметрах. И вот здесь
даже здесь нет большинства пробитий. То есть половина, наверное, зашла внутрь. Ну и все. Австралийская граната, конечно, вещь интересная. Вот на этой бочке тоже присутствуют кое-какие поражающие элементы. Но надо отдать должное. Она все-таки кое-какие поражения нанесла нашей бочке. И, смотрите, раз, два, в 2 метрах. Вот наверху есть 3 пробития. Вот, видите, шарики металлические. Вот они, их очень хорошо видно. Вот я даже один, возможно, смогу выковырять. Он прям застрял. Ну, я вам скажу, не факт, что она пробьет человека. Далеко не факт. Я вот здесь могу находиться, и, возможно, фугасным воздействием мне что-нибудь повредит. Но относительно шариков, думаю, что они где-то застрянут в ребрах. Потому что не пробить вот такую бочку, это прям супер странно. В 2 метрах. Она ее пробила, ну, то есть есть какие-то, они маленькие, они занудливые, эти шарики. Наверное, у меня такое странное ощущение, что это как бы не очень большой результат, потому что они маленькие, что ли. Я не знаю почему, но вот ощущение, что просто дробью херачили или с солью какой-то очень крупной. То есть то, что она пробила хоть что-то, это уже как бы, ну, это уже хорошо, но это точно не то, что стоит с собой брать на войну. При первом рассмотрении я вообще не заметил никаких коцек на вот этом городке. Но вот сейчас я вижу, что все-таки некоторые шарики сюда долетели. Это 4 метра. 1, 2, 3, 4, 5. И вот он, шарик застрял вот здесь. 6-й шарик застрял. Так, и на этой бочке 2. Ну, то есть все-таки не такая уж и плохая граната, потому что 4 метра все-таки есть. И неужто неужто где 6 метров тоже что-то есть? Давайте посмотрим. Да, вот вижу одна коцинка. Нет, это другое. Не, вот одна была. Вот здесь боку. Вот, смотри. Раз. Ну, точно там одна. В 6 метрах все-таки одна коцинка точно есть. Ну, в общем, Австралия немножко меня удивила. Сначала я подумал, что полная херня. Это, знаете, дробь такая, 5-очка, что ли. Но, на удивление, она все-таки, возможно, не против кенгуру. Что ж, друзья, сегодня был достаточно интересный эксперимент. И если вы все еще задались вопросом, откуда здесь австралийские гранаты, я все еще жду от вас комментарии. Увидимся и не переключайтесь. Дальше будет интересней.